На рынке сетевых устройств со скоростью 10 гигабит происходит медленное, но уверенное развитие. Основными факторами, сдерживающими повсеместное внедрение, являются относительно высокие цены на компоненты, слабое развитие скоростного интернета на ведущих рынках и, как следствие, отсутствие мощного маркетинга со стороны крупных игроков, производителей готовых компьютеров, материнских плат и интернет-провайдеров. А между тем, 10-гигабитная локальная сеть дома или в студии способна вывести скорость соединения между домашними устройствами на совершенно новый уровень и значительно улучшить пользовательский опыт. Ключевым устройством сети является коммутатор. Именно от его производительности будет зависеть скорость и стабильность подключения конечных устройств. Быстрый поиск предложений в интернете предлагает нам более 2 десятков устройств с разным количеством портов, разным типом портов, провода или оптоволокно, неуправляемых и управляемых коммутаторов. Цены варьируются от $120 до $600 и выше, в зависимости от бренда, функционала и количества портов. Сегодня в ролике мы рассмотрим 16-портовый управляемый коммутатор для дома и малого офиса от компании QNAP. На момент подготовки ролика его цена была $600. Коммутатор QNAP поставляется в двойной коробке среднего размера. В комплект помимо самого коммутатора входит кабель питания и все необходимое для монтажа в шкаф. Коммутатор выполнен в компактном металлическом корпусе черного цвета. На передней панели находятся порты для подключения кабелей, 8 для витой пары, 8 для трансиверов и 2 порта управления для витой пары. Сзади находится гнездо кабеля питания и выхлоп системы вентиляции. Сверху, снизу и по бокам вентиляционных отверстий нет. Забор свежего воздуха производится спереди через технологические отверстия, выхлоп сзади с помощью 2 компактных вентиляторов. Коммутатор подключается к локальной сети и обнаруживается с помощью утилиты QFinder Pro. После ее запуска в сети обнаруживается любое устройство QNAP. Двойной клик на найденном устройстве открывает браузер и страницу входа в веб-интерфейс коммутатора. Первый запуск – это логин админ, а вместо пароля заглавными буквами MAC-адрес коммутатора. Интересно, что в инструкции написано, что MAC-адрес надо писать строчными буквами. После входа в веб-интерфейс можно сразу оценить, какие порты подключены и работают, какие нет. Также отображается рабочая температура и скорость каждого из 2 вентиляторов. Главная особенность этого коммутатора – это его способность работать с VLAN-сетями. Это позволяет группировать клиентов по подсетям, эффективно распределяя трафик и обеспечивая безопасность. Также есть возможность объединить несколько физических портов в один логический порт для больших клиентских нагрузок. Так как у нас в студии нет 16 компьютеров, то мы смоделируем обычную нагрузку, подключив к коммутатору 6-дисковый NAS Synology и пару рабочих компьютеров, десктоп и ноутбук. Оба компьютера подключены к локальной сети по 10-гигабитному интерфейсу. Ноутбук через Thunderbolt соединение с док-станцией с 10-гигабитным портом. Настольный компьютер через 10-гигабитную сетевую карту Intel 550. Использовались кабели CAT6E и CAT8. NAS был подключен через DAC-кабель в SFP Plus порт. Синтетический тест iPerf показал скорость примерно 9,3 гигабит в секунду. Перезапись терабайта крупных файлов с NAS на компьютер заняла 37 минут. Перезапись терабайта крупных файлов с компьютера на NAS заняла 29 минут. Скорость перезаписи одного крупного файла на 2 разных диска в настольном ПК и на ноутбук была одинаковой и составила примерно 550 мегабайт в секунду. Скорость перезаписи 3 разных файлов на настольный ПК и ноутбук составила около 200 мегабайт в секунду. Время полного резервного копирования диска C с настольного компьютера размером 194 гигабайта на сетевой накопитель составило 3 минуты. Уровень шума при работе был приемлемым.
Но рядом с рабочим столом устанавливать коммутатор, как и NAS, конечно же, не стоит. Управляемый 16-портовый коммутатор QNAP – это мощное решение для дома и малого офиса. С его помощью удобно объединить несколько мощных компьютеров для общего доступа к файловым хранилищам. Также с его помощью можно организовать подключение современных точек доступа по стандартам Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7. Но тут важно помнить, что точки доступа должны иметь свое собственное питание, либо надо использовать инжекторы. У него есть все необходимое для тонкой настройки, в том числе VLAN. Несколько смущает высокая цена, но другие устройства либо с меньшим количеством портов, либо неуправляемые, либо дороже в несколько раз. Коммутатор легко настраивать и контролировать. В работе с ним не было никаких заминок, либо непонятных падений скорости или прерываний передачи. Все работало быстро и четко на любом типе кабелей. Как и NAS, коммутатор – это инвестиция на длительный срок, поэтому его цена за годы службы многократно окупится.